Всю неделю мы говорили о том, что случилось в Курской области, а сегодня наша тема – то, чего не случилось. Потому что это не случившееся не менее важно и очень хорошо характеризует как состояние общества и государства, так и отношения между ними. Не случилось ралли вокруг флага. Это, казалось бы, самый естественный эффект для подобного момента. Со страной происходит какая-то беда, общество инициативно встает на ее защиту. Это заложено в природе человека как социального существа. То племя, члены которого десятки тысячелетий назад при появлении врага говорили «да пофиг, разбирайтесь сами», такое племя пало жертвой естественного отбора. Люди выживают в группах и готовы пойти на многое, чтобы их группа выжила. Очереди в военкоматы в момент вражеской интервенции не героизм, не свойство какого-то несуществующего менталитета, но естественное следствие той эволюционной стратегии, которая сделала нас теми, кто мы есть. Индивид без группы в этой эволюционной стратегии не выживет. Группа важнее индивида. Рискнуть жизнью ради своей группы имело рациональный смысл на протяжении всей истории развития нашего вида. Мы много раз за последние годы видели проявление этого эффекта. Очереди в военкоматы в Украине весной 2022 года. Люди, покупавшие билеты по цене самолета, чтобы вернуться в Израиль осенью 2023 года, в момент нападения Хамаса. Уже потом приходит привычка и усталость, острота момента гаснет. Тогда нужно кого-то принуждать, ловить, закрывать границы, наказывать, ограничивать. В это время невероятно растет рейтинг любой власти. Даже в самых либеральных демократиях, где на двоих граждан по 3 мнения в мирное время, в военное же время, во время внешней интервенции, уровень поддержки руководства становится как в Северной Корее. Прошло больше недели с тех пор, как части ВСУ заняли часть российской территории, и можно сказать совершенно однозначно: ничего похожего не случилось. Никаких очередей в призывные пункты, никакой мобилизации общества, никакого переворота в информационном пространстве, никаких селебрити, превративших свои соцсети в военные сводки. Екатерина Шульман ранее назвала жизнь российского общества во время войны режимом максимального зажмуривания. И в этом смысле абсолютно ничего не изменилось. За пределами территории, непосредственно прилегающей к зоне боевых действий, вся остальная страна прикладывает все усилия к тому, чтобы ничего не замечать. Если посмотреть на всю эту ситуацию не с нашей позиции, а взглядом из воображаемой нормальности, то происходящее в голове не укладывается. Оккупированы сотни квадратных километров российской территории. Более 100 тысяч человек, только по официальным данным, стали беженцами в собственной стране. Прямо сейчас иностранная армия расширяет фланги и окапывается в Курской области. Из приграничья в плен солдат ведут целыми колоннами. И это не новость номер один. Не только для официальных СМИ, которые, как обычно, поют, пляшут, женят незнакомых людей и разгадывают загадки, как ни в чем не бывало. Это не новость даже для социальных сетей. Эквивалент населения Магаданской области лишился домов, имущества, всей привычной жизни. А на самом деле потерявших все даже больше. Потому что приводимые цифры учитывают только тех беженцев, кто о себе сообщил, обратился за помощью к государству. Тех, кто просто уехал к родственникам или друзьям, снял квартиру или гостиницу, эти цифры не покрывают. Огромная доля людей никогда больше не вернется домой, от их жилья останется воронка фугасной бомбы. По меньшей мере у каждого тысячного россиянина за эту неделю рухнула жизнь, он лишился всего. Это катастрофа таких масштабов, которых Российская Федерация еще не видела. Все должны говорить только об этом. Это национальная трагедия. И что же происходит в трендах ВК-видео, того самого большого конкурента Ютубу? А то, что слово «Курск» в них упоминается ровно один раз, предпоследней новостью в выпуске «Стаса Ай как просто». В ВК-видео страна празднует жизнь на полную. Шутки-прибаутки, интервью звезд, светская хроника, скандал с Wildberries. Пожилые резиденты Comedy Club тянут лыбу как никогда прежде. Того и гляди, концы рта на затылке сойдутся. Представьте себе на месте жителей Суджи, который собрал всю свою жизнь в багажник машины и приехал пересидеть самый ужас к родственникам в Москву, где никому в голову не пришло хотя бы масштабный фестиваль «Территория будущего Москва-2030» перенести. Где полным ходом идут концерты, выставки, мастер-классы, лекции о скорых достижениях, где царит атмосфера праздника и страна гуляет как в последний раз. Все происходящее изумляет, если смотреть на него вне контекста. Кажется, что общество сошло с ума, ведь проигнорировать катастрофу такого масштаба кажется совершенно невозможным. Но на деле мы наблюдаем результат последовательной политики. Последнее десятилетие, а особенно 2,5 года войны, гражданам очень настойчиво давали понять:
Интерес к общественной жизни опасен для здоровья. Сейчас подробнее поговорим об этом. Сначала небольшая реклама. Посмотрите, пожалуйста. Если вы уехали из России, то наверняка столкнулись с проблемой, знакомой всем иммигрантам. Это отсутствие крепких дружеских связей на новом месте. Когда не с кем банально съездить на выходные в горы или просто встретиться и обсудить проблемы. С поиском подходящей компании помогает Нарту, русскоязычное комьюнити путешественников. Нарту знают, совместные путешествия сближают. И к тому же гораздо выгоднее одиночных. Например, на конец сентября Нарту планирует поход под парусом в Норвегии. Если присоединитесь, сможете увидеть легендарные фьорды и пройтись по улицам прибрежных городков. В начале сентября планируется хайк в Альпах. Об экспедициях вы можете почитать в Инстаграме. Я оставлю ссылку в описании. Но главное в Нарту – это компания, с которой вы в экспедиции поедете. В комьюнити люди из самых разных профессий – предприниматели, артисты, те, кто сделал успешную карьеру в международных компаниях. В путешествии вам точно будет интересно. Стать частью комьюнити можно, купив подписку. Стоит она 100 евро в год. И за эту цену вы получите доступ к закрытым встречам для участников Нарту. Дважды в год они собираются офлайн на новом месте, выезжают с палатками, жарят барбекю в парке, устраивают глэмпинг у океана. С датами и местами таких встреч определяются коллективно в закрытом телеграм-чате. Там вы легко найдете себе легкого на подъем попутчика для совместной поездки, сможете попросить помощи или просто пообщаться. Для участников клуба будут действовать специальные цены на экспедиции. Стоимость подписки отобьется с первой же поездки. Найти своих людей на новом месте, параллельно решая массу других задач в новой стране, всегда сложно. Нарту решает эту проблему, и вчерашние незнакомцы быстро становятся друзьями и соратниками. Так что переходите в Инстаграм Нарту по ссылке в описании или этому QR-коду и оформляйте подписку. А по промокоду CATS вы получите дополнительные привилегии при записи в первое путешествие. Продолжим. Гражданам дали понять, это война всецело забота начальства. Начальство ведет ее по своей логике и ни перед кем не отчитывается и не собирается. Хочешь повоевать? Вот тебе ведро денег. А задаваться какими-то вопросами, сопоставлять версии пропаганды от понедельника и среды, задумываться о погибших или о том, во имя чего они погибли, это прямой путь в бездну бессмысленных страданий, которыми ни с кем даже не поделишься, ведь за это грозит тюрьма. Государство приложило все усилия, чтобы войну не просто рутинизировать, но всех убедить, что таково естественное состояние нашей страны, которое всем идет на пользу. Ведь открываются невиданные возможности для заработка и карьеры. Ведь те, кто раньше искал работу за 30 тысяч, теперь спокойно доходят за 100. Ведь заводы и фабрики, которые еще вчера на ладан дышали, сегодня едва справляются с заказами. Если свести весь государственный месседж последних 2 лет к чему-то одному, то получается шизофренический позитив. Ведь в худшую сторону особо ничего не изменилось, наоборот, стало только краше. Рестораны кормят лучше прежнего, летние веранды ломятся от гостей, апероль льется рекой, все гуляют, тратят свои большие зарплаты, живут лучшую жизнь. Государство сознательно, не только инструментами пропаганды, но и прямыми репрессиями внушило людям: ни к чему нельзя относиться всерьез, особенно к войне. Что вся война происходит исключительно в виртуальном пространстве, куда ни в коем случае нельзя лезть. Потому что добиться все равно ничего не добьешься, а по голове получишь. Ничто в этой парадигме не является настоящей проблемой. Ничто нереально. Даже смерть на войне нереальна. Ведь это не смерть вовсе, а выход в деньги. Вы вырастили государству солдата, теперь получили за него выплату. Так бы он сдох от водки, что сообщил матерям Путин. А тут можно хоть машину купить. Это уже из репортажа Первого канала. Я не выдумываю, так и говорят. Путин, которого пробивает на ха-ха всякий раз, когда он говорит о потерях, это в сжатом виде та картина мира, которую внушает государство. Все понарошку, не надо заморачиваться. В чем государство преуспело? Люди себе не враги. И если режим информационной глухоты – это верная и безопасная стратегия, то так и ведет себя подавляющее большинство. Бурно реагирует на вторжение только одна группа, которая, в отличие от остальных граждан, остается политизированной вопреки всему. Это сторонники войны, которые считают себя патриотами почему-то. Всякие Z-блогеры и публика вокруг них. Вот они с самого начала ждали от власти серьезной реакции. В Z-пабликах рассуждали, что Верховный, как они называют Путина, ужас, как рассердился вообще, а значит, украинцам не сдобровать. Путин их лазером из глаз прямо из Кремля поразит, не иначе. Но дни идут, и мы видим, чего еще не случилось, но на этот раз не с обществом, а с властью.
Они до такой степени заняты демонстрацией, как у них все идет по плану, что ни разу не припомнили про слона в комнате. Россия – ядерная держава. За все дни вторжения ВСУ в Россию мы не слышали от Путина или его окружения про ядерное оружие примерно ничего. За последние 10 лет мы привыкли, что официально и неофициально, по поводу и без, иногда чисто для профилактики, наши власти трясут перед миром ядерной дубиной. То Путин расскажет, куда были нацелены ракеты, пока вежливые люди захватывали Крым, то Киселев брякнет про радиоактивный пепел, то Медведев разразится в своем телеграм-канале: нанесем, мол, ядерный удар по Парижу, Лондону и Вашингтону. И, казалось бы, именно сейчас следовало бы ждать всплеска ядерного шантажа со стороны российской власти. Они 10 лет говорили миру: ой, не нервируйте дядю Вову, дядя Вова дурак, он болезный, на людей бросается. А весь мир верил, мол, эти себя не пожалеют, ты их только тронь, всю планету взорвут. И вот теперь, когда война идет на территории России, выясняется, дурак-то дурак, но мыло не ест. Зачем ему ядерный апокалипсис? Это когда все стабильно и безопасно, можно держать палец на красной кнопке и глумиться. Зачем, мол, нам такой мир, в котором нет России? Но сейчас дело объективно слишком серьезное, и тут уж лучше помолчать и не будить лихо, пока оно тихо. Потому что дядя Вова не псих, он на принцип не пойдет, и вообще ничего такого не говорил, и угрожать никому не собирался. К чему я это рассказываю? Много на неделе было разговоров, что вторжение в Курскую область открывает для Путина какие-то новые возможности. Что сейчас наступит единение вокруг лидера, что можно будет провести мобилизацию, какие-то еще экстремальные шаги себе позволить. Очень много было разговоров о том, что происходящее развязывает руки российскому руководству. Но мы видим, что это не так. И руководство это понимает тоже. Все понимают, что Курская область для всех, кроме ее жителей, такое же виртуальное образование и такая же вымышленная локация, как любой другой топоним этой войны. Если вся война воспринимается как телешоу, то что изменится от смены в нем декораций? Если прямо сейчас объявить мобилизацию, которая может перекрыть адский дефицит живой силы, то эффект от нее будет такой же, как 2 года назад, после бегства из Херсонской области. Даже и близко нет настроений в духе «на нас напали, нужно защищаться». Снова на одного выловленного солдата будет приходиться 3 новых клиента для ереванских риэлторов, если не 10. Вторжение не просто не дает новых возможностей, оно забрало старые. Явные успехи ВСУ не лучшая реклама армейской службы даже за 2 миллиона рублей. Понимая, что вторжение не дает никаких новых возможностей, начальство не пытается играть с общественной мобилизацией. Никто не призывает никого на священную войну за родные рубежи. Совсем наоборот. В 10 раз больше усилий прикладывается, чтобы убедить всех в несерьезности происходящего. В Курской области, мол, сложилась какая-то ситуация. Какая? Да леший его разберет. Но смотреть на это, а уж тем более об этом задумываться, нет никакого совершенно повода. Самая главная задача, которая явно поставлена перед всей машиной пропаганды, не нервировать население. Ни в коем случае не должна в голове людей сложиться картина происходящего. Ни в коем случае никто не должен подумать, что у нас тут война и кризис беженцев. Что мы так успешно доруководились. Граждане, которых очень долго учили, что пофигизм – единственная стратегия выживания, тут с начальством солидарны. Начальство хочет принимать все решения, не хочет никому ничего объяснять и наказывает за лишние вопросы. А значит, и ответственность целиком на начальстве. Начальство говорит: вас никто не спрашивает. Ну а граждане отвечают: меня не спросили, так и разбирайтесь сами, попутного ветра вам в горбатую спину. Власть отобрала у общества все права и влияние на принятие решений, а значит, сняла с него всякую ответственность. И теперь последствия решений начальства – это проблемы начальства. Оно это понимает и поэтому успокаивает общество. Ведь признание проблемы не инструмент консолидации, а признание своей слабости. Признание, что ты влез незнамо куда, а теперь не знаешь, что делать. На таких примерах мы должны понимать, нет на самом деле никакой угрозы кого-то спровоцировать. Нет таких действий Украины, западных союзников, кого угодно, которые смогли бы изменить настроение в российском обществе, дать Путину новые ресурсы и спровоцировать на невиданную доселе агрессию. Путин сделал все, чтобы отстранить общество от государства, получить единоличную власть и принимать ничем и никем не ограниченные решения. Он в этом преуспел. Он никого не спрашивает, ни перед кем не отчитывается. Но есть и побочный эффект. Любые проблемы государства, включая даже оккупацию куска его территории, это проблема исключительно государства и его единоличного лидера. Лишенное субъектности общество никому не союзник, оно лишь зритель и вряд ли даже болельщик.
Невозможно забрать все решения, но разделить ответственность. Правишь один со своими проблемами и остаешься. Вот Путин и остался. До завтра.